Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о саванне. Что мы знаем о ней? Многие скажут, саванна – это Африка. Жарко, сухо, вокруг желтая трава до горизонта, возможно, одинокие деревья, а под ними обязательно лев, наблюдающий за антилопами, зебрами и жирафами. Есть там слоны и леопарды, буйволы и страусы, гиены и гиеновидные собаки, а в реках крокодилы. Если, конечно, реки есть. Интересно узнать, какие. Да и не только это. Почему так жарко? Но столько животных, и они все такие разные. Почему саванна не превращается в пустыню? Или наоборот в джунгли? И где саванна начинается, а где заканчивается? А только ли саванна в Африке? Возможно и нет. Поэтому здесь и сейчас мы узнаем много интересной информации о саванне. Поехали! Что же такое саванна? Если говорить научным языком, то саванна – это особый тип. Тропическая ландшафтная зона, где бескрайние травянистые равнины сочетаются с редко растущими деревьями, группами кустарников или небольшими перелесками. И главная географическая и экологическая особенность саванны – это ее уникальное пограничное положение. Она представляет собой естественный живой буфер, гигантский мост между двумя радикально непохожими мирами, густыми влажными экваториальными лесами с одной стороны и безжизненными раскаленными пустынями с другой. Саванна – это вечная зона компромисса, где природа пытается сбалансировать избыток влаги и абсолютную засуху. Там, где дождей становится слишком мало для существования сплошного леса, но все еще достаточно, чтобы земля не превратилась в песчаные дюны. Рождается саванна. Это пограничье и диктует местной жизни свои жесткие правила. Здесь нет стабильности. В зависимости от капризов климата, саванна может отвоевывать территорию у пустыни, покрываясь густой зеленью, либо наоборот, отступать под натиском засухи, уступая место пескам. Географическое распространение этого биома поражает воображение. Саванны занимают колоссальные площади, раскинувшись на нескольких континентах, и на каждом из них они приобретают свой неповторимый облик. Конечно, в первую очередь на ум приходит Африка. Это классическая эталонная саванна, занимающая около 40% территории материка. Она широкой полосой огибает центральный массив дождевых лесов. Именно здесь, на просторах знаменитых долин Серенгети, Масаи-Мара, этот биом предстает во всем своем величии, с каменистыми плато, культовыми силуэтами раскидистых акаций и исполинских баобабов. Переместившись через Атлантику в Южную Америку, мы обнаружим совершенно иную, но не менее масштабную картину. В Бразилии местную саванну называют серрадо. Это обширные экосистемы, характеризующиеся низкорослыми узловатыми деревьями с толстой корой, способной переживать частые пожары. В долине реки Ориноко раскинулся Льянос, высокотравные равнины, которые в сезон дождей превращаются в бескрайние цветущие болота. Свой уникальный характер имеет и саванна Австралии. Она занимает северные и северо-восточные регионы континента. Вместо африканских акаций здесь безраздельно властвуют эвкалипты, казуарины и бутылочные деревья. А травяной покров состоит из жестко приспособленных к дефициту влаги злаков. Вместо копытных по этим просторам прыгают гигантские кенгуру, а небо делят стаи ярких попугаев. Наконец, саванны присутствуют и в Азии, преимущественно в центральных регионах полуострова Индостан и во внутренних засушливых районах Индокитая. Азиатская саванна часто формировалась под мощным антропогенным воздействием и характеризуется колючими кустарниками, засухоустойчивыми сочными растениями и редкими рощами из тика или баньяна. Саванна – это глобальный изумрудно-золотой пояс Земли. Почему цвет такой? Да потому что сезонов здесь два – сухой и влажный. Саванны формируются в двух типах климата – субэкваториальном и тропическом муссонном. Их объединяет одно – жесткое разделение года на два сезона – влажный и сухой.
Никакой весны, осени и зимы, только дожди и засуха. Влажный сезон длится до 7 месяцев. В это время выпадает почти вся годовая норма осадков. Дожди идут каждый день, часто с грозами. Воздух насыщен влагой, реки разливаются, вода заполняет временные озера и пересыхающие русла. Жизнь бьет ключом. А потом бац, дожди прекращаются и наступают 5-6 месяцев сухого сезона. Дождей нет вообще, солнце стоит в зените, нагревая землю до предела. Влажность падает, реки мелеют, мелкие водотоки исчезают полностью, озера превращаются в солончаки. Трава высыхает и желтеет, земля трескается, саванна превращается в пустыню. Но это все-таки не пустыня, потому что пустыня – это там, где осадков меньше 250 мм в год, и они выпадают нерегулярно. В саванне дождливый сезон есть всегда, и он дает мощный старт для жизни. Но саванна не становится и джунглями, потому что джунглям нужно, чтобы сухой сезон длился не более 2-3 месяцев, а здесь полгода без воды. Деревья не вытягивают, выживают только те, кто научился запасать воду или сбрасывать листья до наступления засухи. Почему так происходит? Все дело в движении Земли вокруг Солнца и в так называемой внутритропической зоне конвергенции, поясе, где встречаются пассаты северного и южного полушарий. Этот пояс – главный дождевой механизм планеты. Зимой и летом Солнце находится то над северным, то над южным тропиком. Вместе с ним перемещается дождевой пояс. Когда он проходит в область саванны, начинается влажный сезон. Воздух насыщается влагой с океана, поднимается вверх, охлаждается и проливается дождями каждый день. Когда дождевой пояс уходит к соседнему тропику, влага исчезает. Над саванной остается сухой тропический воздух. Облаков нет и дождей нет. Солнце печет без помех. И годовое количество осадков варьируется от 250 до 1500 мм. Этот диапазон делит саванны на 3 типа. А пустыненные саванны до 500 мм, почти пустыня. Растений мало, деревья редкие и низкие, здесь почва не промывается глубоко, соли накапливаются у поверхности. Типичные саванны до 1000 мм, травяной покров густой, деревья растут отдельно или небольшими группами. И влажные саванны до 1500 мм. Переходная зона к джунглям. Трава выше человеческого роста, деревьев много, они выше и стоят гуще. И в итоге климат выступает в роли жесткого фильтра. Он безжалостно отсекает любые виды, не способные выдерживать экстремальный дефицит влаги. Растения саванны вынуждены быть гениями инженерии. Они запасают тонны воды в пористых стволах, сбрасывают листву, чтобы остановить испарение, или отращивают стержневые корни, уходящие на десятки метров под землю. Животные подчиняются тому же ритму. В период засухи они засыпают, зарываются в норы или собираются в колоссальные стада, готовые бежать тысячи километров вслед за уходящими грозовыми тучами. А мы, дорогие друзья, поподробнее рассмотрим саванны на разных континентах. И начнем мы с Африки. Африканская саванна огромна. Она огибает гигантской подковой влажные тропические леса Конголезского бассейна и занимает около 40% площади всего материка. Географически саванна простирается от южных границ пустыни Сахара на севере до самого юга континента, охватывая территории Восточной, Центральной и Южной Африки. Рельеф африканских саванн преимущественно равнинный, однако значительная их часть приурочена к высоким плоскогорьям, восточноафриканскому и южноафриканскому. Именно здесь ландшафт разрезается глубокими тектоническими впадинами Великой Рифтовой долины, формирующими уникальные гидрологические объекты, от содовых озер до полноводных рек Замбези, Лимпопо и верховьев Нила. Главный географический фактор, управляющий местной жизнью – четкая климатическая зональность. По мере удаления от экватора к тропикам, влажные саванны, где сезон дождей длится до 9 месяцев, плавно сменяются типичными, а затем сухими или опустыненными саваннами, которые на юго-западе материка упираются в суровые пространства Калахари и Намиб. Африканская саванна – это по сути бескрайнее поле травы с редкими деревьями, похожими на зонтики. Вся жизнь тут крутится вокруг погоды. Полгода льет как из ведра,
полгода жесткая сушь. И куда ни посмотри, земля укутана плотной травянистой подстилкой. Трава здесь главный хозяин земной поверхности. Выше всех растет слоновая трава. Она запросто может вырасти выше человеческого роста. Рядом торчат жесткая аристида, бородач и гипарения. А вот приземистый зеленый ковер, который постоянно жуют стадо копытных, это выносливая тимеда и свинорой, он же цинодон. Последнему вообще все равно на вытаптывание, его так просто не затопчешь. Деревья здесь те еще выживальщики. Главный тут баобаб. У него рыхлая древесина, которая работает как губка. Дерево впитывает тонны воды в сезон дождей, чтобы пить в засуху. А его плодами, обезьяньим хлебом, питаются множество местных зверей. С акациями тоже интересно. Белая акация, например, живет наоборот. Сбрасывает листья в дожди, а зеленеет в самый пик засухи. Зато когда все вокруг выжжено, она дает животным и тень, и свежую еду. Крученая акация как раз делает те самые плоские зонтичные кроны, а сенегальская знаменита тем, что из нее добывают гумми-арабик. Там, где совсем сухо, растет камифора, из нее получают миру, и дерево мапане, у которой листья похожи на крылья бабочек, а поближе к воде и рекам пробиваются пальмы. Внизу под деревьями сидят колючие суккуленты, дикие молочаи выглядят как кактусы, древовидное алоэ и жесткая сансевиерия. Но как только приходят дожди, саванна резко меняется. Из-под земли вылезают и быстро зацветают луковичные и короткоживущие травы. Дикие лилии, наземные орхидеи и крупные амарилисы. На короткое время сухая степь превращается в яркий ковер. И эту траву надо же кому-нибудь есть. И таких едоков хватает. Нигде на земле вы не встретите такого фантастического скопления крупных млекопитающих, как здесь. Природа умудрилась поселить на одной территории миллионы животных, ювелирно разделив их по экологическим нишам, чтобы они не объедали друг друга. Самые многочисленные – это антилопы. Символом великой миграции стали голубые белохвостые гну, которые гигантскими стадами кочуют за дождями в поисках свежей травы. По соседству с ними живут каны, массивные антилопы, харизматичные куду с закрученными спиралью рогами, а также стремительные топи и кангани. В суровых полупустынных районах, где вода на вес золота, прекрасно себя чувствуют неприхотливые ориксы, сернобыки, бейзы и редкие адаксы. Изящные импалы и прыгущие спрингбоки занимают средний ярус пастбищ, а крошечные дик-дики и скрытные лесные дукеры прячутся в кустах, довольствуясь опавшими листьями и плодами. Полосатый отряд саванны – это зебры. Они делят пастбище на 3 отдельных вида, каждый из которых приспособился к своим условиям. Самая массовая и привычная равнинная зебра. Она кочует огромными стадами вместе с антилопами гну. В холмистых и каменистых районах живет горная зебра, ловко лазающая по склонам. А на сухом севере встречается редкая зебра Греви, самая крупная, с округлыми ушами и очень узкими частыми полосками. Полосы у каждого животного уникальны, как отпечатки пальцев. Они отлично маскируют зебр в высокой траве, сбивая с толку хищников при беге стада. А над всем этим великолепием возвышаются жирафы, грациозные великаны, самые высокие существа на планете. Обладая уникальным ростом, они легко достают до самых сочных верхних листьев, которые недоступны другим травоядным. Жирафы аккуратно стригут кроны колючих акаций своими длинными синими языками, совершенно не боясь шипов. А это тяжелая артиллерия, огромный африканский буйвол, один из самых суровых и опасных обитателей Африки, с которым предпочитают не связываться даже львы, если это не теленок, а взрослый самец. В саванне бок о бок живут 2 вида носорогов, белый и черный. Несмотря на имена, окрасом они не сильно отличаются, оба сероватые. Главная разница в том, что у белого носорога губа широкая и плоская, как лопата, чтобы удобно косить траву на ходу. Черный же носорог поменьше, и он любитель кустарников, поэтому его верхняя губа вытянута в подвижный хоботок, которым он ловко цепляет и срывает ветки. Они обладают невероятной силой, но при этом довольно близоруки, из-за чего полагаются на отличный слух и острое обоняние. Постоянные спутники носорогов, буйволов и жирафов – воловьи птицы, буйволовые скворцы.
Они лазают по телу гигантов, как по деревьям, выклевывая клещей и паразитов. А еще они работают живой сигнализацией. У них прекрасное зрение, и при виде хищника они поднимают громкий крик, предупреждая своих близоруких хозяев об опасности. А главный ландшафтный дизайнер из млекопитающих здесь, пожалуй, африканский саванный слон, ключевой инженер всей экосистемы и самое крупное сухопутное животное на планете. Своей жизнедеятельностью он буквально перекраивает ландшафт вокруг себя и помогает другим. В суровый сухой сезон таланты слона спасают тысячи жизней. Обладая феноменальной памятью и чутким обонянием, он находит подземные источники и выкапывает бивнями глубокие ямы в пересыхающих руслах рек. Эти колодцы быстро заполняются водой, превращаясь в спасительные водопои для птиц, рептилий и мелких млекопитающих. Даже массивный навоз слона играет важную роль. Он служит идеальным удобрением, разносит семена растений на огромное расстояние и становится домом для миллиардов насекомых. Пока гиганты делят пастбища, прямо у них под ногами кипит другая, не менее насыщенная жизнь. Землю активно перекапывают бородавочники, забавные дикие свиньи, которые ищут вкусные корешки. Они идеально приспособились к жизни на открытых равнинах. Правда, из-за короткой шеи им приходится вставать на передние колени, чтобы дотянуться до сочной подземной зелени или попить. На их головах красуются забавные наросты, напоминающие бородавки, которые защищают морду от травм во время драк. А в моменты опасности они забавно задирают хвосты вверх, как антенны, и стремительно улепетывают к ближайшей норе, спасаясь от зорких глаз хищников. Не менее интересен трубкозуб. По мнению людей, очень странное существо, как будто собранное из запчастей разных животных. Тело свиньи, уши осла, хвост кенгуру, а нос в виде длинной трубки. Но для животных саванны он очень полезен. Трубкозуб – главный землекоп. Его мощные когти напоминают лопаты. Ими он за считанные минуты разрывает прочнейшие как цемент термитники, чтобы полакомиться их обитателями. И он постоянно роет норы. Позже его заброшенные норы служат домами для дикобразов, гиен и бородавочников. А дикобраз – самый крупный грызун Африки. Его тело покрыто острыми жесткими иглами длиной до 40 сантиметров. Дикобраз вовсе не безобиден. Защищаясь от леопарда или льва, он резко атакует задом наперед, вонзая свои иглы в морду хищника. Раны от этих игл часто воспаляются и могут стать для крупных кошек роковыми. И под землей кипит жизнь. Настоящий подземный космос. Это колонии голых землекопов. Эти удивительные безволосые грызуны живут как пчелы или муравьи, с жесткой иерархией, королевой и рабочими особями. И живут они около 30 лет, что для грызунов очень много. Над ними на поверхности прыгают забавные долгоногие, африканский аналог кенгуру-тушканчика, и суетятся крупные тростниковые крысы. В траве мелькают африканские зайцы и прыгунчики с забавными подвижными носами-хоботками, а на далеком Мадагаскаре, в изолированных саваннах острова, их нишу занимают эндемичные тенрики. Кто-то мирно щиплет зеленую траву, а кто-то уже притаился в желтых зарослях и пристально следит за каждым движением. В саванне, где пасутся огромные стада, всегда много и тех, кто ходит на 4 лапах со скрытыми когтями и клыками. Семейство кошачьих выставило здесь своих самых ловких и грозных охотников. Львы величавые, сильные звери, живут большими семьями, прайдами. Львицы – главные добытчицы. Они легче, быстрее, у них нет тяжелой гривы, которая перегревается и демаскирует. Самки охотятся сообща, используя тактику. Одни отвлекают, другие заходят с фланга, и на их долю приходится 90% всей добычи. У самцов другая задача – отдыхать. Но это только с первого взгляда. Они не охотятся, потому что их работа – защита территории от врагов и чужих львов. Это смертельно опасно, и силы надо беречь. Лев приходит готовой добычей, отгоняет львиц и ест первым. Не потому что жадина, а потому что если он ослабнет, прайд потеряет защитника, и всех убьют гиены. Совсем по-другому ведет себя леопард. Этот пятнистый хищник – нелюдимый одиночка. Он тихо караулит жертву на ветвях деревьев, а поймав, затаскивает тяжелую тушу высоко на сук, пряча подальше от завистливых глаз гиен и шакалов.
На открытых равнинах, где негде спрятаться, промышляет гепард. Сам он с виду хрупкий, поджарый, но бегает быстрее всех на нашей планете. Делает ставку на молниеносный запредельный рывок на короткую дистанцию. А пониже в густой траве идут свои невидимые охоты. Там виртуозно бьют без промаха мелкие кошачьи снайперы, длинноногий чуткий сервал и прыгучий каракал, способный поймать птицу прямо на взлете. Но горе тому, кто позабудет про других лесных и степных дозорных. Следом за кошками всегда крадутся гиены. Пятнистая гиена не трусливая поберушка, а сильный, дерзкий ночной охотник, которые собираются в дружные кланы. А их родич, земляной волк, пошел другим путем и отказался от мяса ради охоты на термитов. Повсюду снуют хитрые шакалы, чепрачные, полосатые, обыкновенные. Эти всегда готовы урвать свой кусочек. В густой траве мелькают гиеновидные собаки, стайные охотники равнин. А у подножья термитников несут свою бессменную вахту зоркие сурикаты и другие мангусты, караулищие степных мышей и жуков. А это задира-медоед. Настоящий кошмар для всех хищников саванны. И по слухам, самое бесстрашное животное на планете. Медоед невелик, но его кожа настолько толстая и прочная, что ее не всегда могут прокусить даже львы. А зубы легко разгрызают панцири черепах. Он обладает уникальным иммунитетом к ядам. Если медоеда укусит черная мамба или кобра, при хорошем иммунитете он просто уснет на пару часиков, а проснувшись, доест эту самую змею. В саванне обитают и приматы, бабуины, самые известные и успешные обитатели саванны. Большую часть времени они проводят на земле. Бабуины, например, анубис или гвинейский павиан, живут огромными организованными стадами. У них жесткая дисциплина и сильные вожаки-самцы. На открытой местности, где полно львов и леопардов, выжить в одиночку невозможно. Их огромные клыки – это грозное оружие, и банда павианов может дать отпор. А верветки или зеленые мартышки небольшие, грациозные обезьянки с черными мордочками и серо-зеленой шерстью живут в тех местах саванны, где есть хоть какие-то деревья. Особенно они любят заросли акации у водоемов. Верветки отличные наблюдатели. Пока стадо ищет на земле сочные корешки, личинок или плоды, один часовой обязательно сидит на верхушке дерева. У них есть уникальная система звуковых сигналов. Они по-разному кричат. Если видят леопарда, орла или змею, чтобы все стадо знало, куда прятаться. А это самые скоростные обезьяны в мире – мартышки-гусары. В отличие от бабуинов, которые идут в бой, мартышки-гусары в случае опасности делают ставки на ноги. Они длинноногие, поджарые и могут развивать скорость по земле до 55 км в час. На деревьях они почти не сидят, прячась от злоя хищников в высокой слоновой траве. Пернатый мир саванны невероятно колоритен. По земле важно вышагивают страусы, самые большие нелетающие птицы планеты. Рядом с ними патрулирует территорию птица-секретарь. Этот пернатый ниндзя специализируется на змеях, убивая их точными и молниеносными ударами своих длинных ног. А в кронах деревьев перекликаются массивные птицы-носороги, ведущие дружбу с сурикатами. На озерах можно увидеть живые розовые тучи из тысяч фламинго, а крошечные общественные ткачики строят на деревьях колоссальные многоквартирные гнезда, где могут жить одновременно очень много птиц. В роли воздушной санитарной инспекции выступают огромные аисты-марабу и целая эскадрилья грифов – африканский, капский, белоголовый. Они первыми замечают павших животных. Ну а главными грозами Поднебесья остается боевой орел, способный утащить небольшую антилопу, и венценосный, охотящийся в зарослях кустарников. В реках саванны затаились живые реликты – гигантские нильские крокодилы, подстерегающие копытных на водопое. На суше грозно шипит двухметровый нильский варан, а в густой траве прячется питон, способный задушить и проглотить небольшую козу. Но он не ядовит. Но и ядовитых хватает. Молниеносная черная мамба, скрытная зеленая мамба и камуфляжные древесные гадюки. На их фоне мирно и неторопливо выглядят лишь леопардовые черепахи, спокойно жующие сочную траву. Есть еще одни обитатели саванн. Они почти незаметны, но именно этот микромир
крутит колеса всей экосистемы. Периодические нашествия туч саранчи подчистую выкашивают траву, заставляя почву обновляться. Миллиарды жуков-навозников работают как идеальная клининговая служба, моментально утилизируя тонны навоза копытных и превращая его в удобрение. Настоящими хозяевами подземного и наземного рельефа здесь стали термиты. Эти крошечные насекомые – неутомимые разрушители и строители одновременно. Они возводят огромные многометровые глиняные башни, которые намертво цементируют почву. Термитники годами меняют структуру грунта и обогащают его минералами. А над землей кружит куда более зловещий обитатель – знаменитая муха ЦЦ. Эта маленькая, но агрессивная муха переносит смертоносную сонную болезнь, которая безжалостно косит людей и домашний скот. При этом дикие звери к ее укусам практически невосприимчивы. Именно этот жуткий природный барьер веками держал человека на расстоянии. Страх перед смертоносным насекомым не пускал людей с их коровами, топорами и плугами вглубь диких земель. Муха ЦЦ просто выживала человека с его территорий. И, возможно, благодаря этому жестокому прессу, местами саванна сохранила свою первозданную мегафауну в неприкосновенности. В условиях саванны, где затяжная сушь резко сменяется бурными потоками воды, комары научились размножаться с бешеной скоростью. Как только приходят первые проливные дожди и земля покрывается лужами, временными болотцами, застойными заводями, эти насекомые устраивают настоящий демографический взрыв. И самыми опасными среди них, пожалуй, являются малярийные комары. Жизнь здесь вообще полна скрытых угроз. У подножия термитников и в тени кустарников постоянно дежурят другие опасные охотники микромира. Крупные мохнатые пауки-птицееды Африки. Их часто называют пауками-бабуинами из-за формы лапок, напоминающие пальцы этих обезьян. И ядовитые скорпионы сидят в засадах, бдительно контролируя численность мелких букашек. А мы направляемся в Южную Америку, в южноамериканскую саванну. Южная Америка – это отдельная вселенная саванн. Здесь их называют по-разному. Льянос в Венесуэле и Колумбии, Серрадо в Бразилии, Кампос на юге Бразилии и в Уругвае, Гран-Чако в Парагвае и Аргентине. И каждая из этих территорий уникальна. Льянос – обширные равнины бассейна Оренока. И главная особенность – сезонные затопления. Полгода это заливные луга, где воды по колено, а полгода сухая выжженная равнина. Здесь обитают капибары, кайманы и птицы Нанду. Серрадо – самая большая саванна Южной Америки, около 2 миллионов квадратных километров. Но это не классическая равнина. Серрадо – саванна с лесом. Здесь деревья растут не поодиночке, а куртинами. Почва древняя и бедная, а корни у растений уходят на 15 метров вглубь в поисках воды. И именно в Серрадо живет гривистый волк, длинноногая рыжая лисица на высоких ходулях. Кампос – это южные, более сухие саванны. Они ближе к степи или прерии. Здесь меньше деревьев, больше травы и частые заморозки. Кампос – родина пампасного оленя и страуса Нанду. Основу травянистого покрова этих бескрайних пространств составляют злаки. Самым распространенным здесь является трахипагон, формирующий высокие густые заросли. Вместе с ним ландшафт делят выносливый паспалюм, жесткая и неприхотливая аристида, а также знаменитая пампасная трава с ее пышными серебристыми шелковистыми метелками. Древесные обитатели Серрадо – это склерофилы, приспособленные к суровым условиям. У них очень жесткие кожистые листья и невероятно толстая пробковая кора, которая работает как бронежилет, защищая стволы от огня во время сезонных пожаров. Среди таких деревьев выделяется кориокар бразильский, более известный у местных как пеки. Ее маслянистые плоды обожают и люди, и звери. Еще один яркий представитель – это кагайтейра, успешно выдерживающая долгие месяцы без дождей.
Важнейшую роль в экосистеме играют пальмы, часто образующие целые рощи. Могучая пальма бабасу дает ценное масло, а мауриция заслужила гордое звание пальма жизни. На затопляемых равнинах Льянос она кормит и поет колоссальное количество птиц и млекопитающих. Восковая пальма Коперниция или Карнауба славится своим карнаубским воском, который дерево выделяет на листья для защиты от испарения влаги. Среди бобовых растений выделяются многочисленные виды мимоз и уникальная капайфера. Ее смолистый сок по составу так близок к углеводородам, что его называют древесным дизельным маслом. В нижнем ярусе притаился низкорослый родственник знаменитого ореха кешью – досарадо. Саванны Южной Америки удивляют и своими миниатюрными растениями. Здесь растут причудливые кустарнички вилозии и роскошные деревья Паула Дарка. Последние устраивают настоящее шоу. Перед самыми первыми дождями они одновременно сбрасывают листья и взрываются невероятно ярким и буйным цветением. А на земле среди камней и травы прячутся удивительные наземные эпифитные орхидеи, а также дикие наземные бромелии, являющиеся предками обычного ананаса. Животный мир южноамериканских саванн пошел по своему эволюционно изолированному пути. Животные здесь поменьше, и они не собираются в гигантские тучи, зато местная фауна абсолютно уникальна и неповторима. Главным тяжеловесом местных равнин является равнинный тапир, скрытный любитель водоемов с небольшим подвижным хоботком. Повсюду снуют шумные стада пекарей, небольших свинок. Семейство оленей тут невероятно разнообразно. На сухих участках пасутся грациозные пампасные олени, а в заболоченных поймах Льянос хозяйничают крупные олени болотные, а в зарослях кустов прячутся скрытные мелкие мазамы. Наконец, в суровых высокогорных саваннах Пуны обитают пугливые викуньи и выносливые гуанако, дикие предки лам. Из хищников на вершине пищевой цепочки стоит ягуар. Он прекрасно плавает и без труда охотится как на суше, так и в воде. Его дополняет пума, мастер маскировки и засад. Мелкие кошачьи представлены невероятно красивыми оцелотами и моргаями, а в траве промышляют небольшие скрытные хищницы – кола-кола и пушистая пампасная кошка. А в бразильском Серрадо обитает гривистый волк. На высоких тонких ногах, похожих на лисицу на ходулях, он идеально приспособлен к бегу по высокой траве. Интересно, что он почти не охотится на крупную дичь, а предпочитает мелких грызунов и очень любит растительную пищу, особенно местные дикие томаты. Дополняют компанию хищников юркие магеллановы и анские лисицы. Нижний ярус саванны – это царство удивительных грызунов и древних неполнозубых. По берегам рек живут капибары, самые крупные грызуны на планете, напоминающие добродушных гигантских морских свинок, весом до 70 килограммов. А в высокой траве копошатся кустарниковые собаки. И внешне они похожи не на собаку, а скорее на упитанную выдру или маленького медвежонка с короткими лапами и ушами. Они собираются в дружные стаи и, несмотря на свой карликовый рост, умудряются успешно охотиться на крупную дичь. Капибар и даже нанду. А еще у них между пальцами есть перепонки, поэтому они великолепно плавают. Ближайший родственник енота, южноамериканская насуха или каати, очень необычная. У насухи длинный, постоянно задорно поднятый вверх полосатый хвост и очень подвижный чуткий нос-хоботок. Они живут большими шумными группами. В основном это самочки и детеныши, и прочесывают саванну в поисках всего, что можно съесть. От опавших плодов пальм до жуков, скорпионов и мелких ящериц. Есть и дикобраз, только бразильский, или каэнду. В отличие от африканского родственника, этот дикобраз всю жизнь проводит на деревьях и редко спускается в траву. Его главная фишка – это длинный цепкий хвост, которым он держится за ветки пальм и кустарников, как пятой лапой. Он покрыт короткими желто-черными иглами и по ночам тихонько объедает листья и кору. В траве стремительно прыгают длинноногие мары, патагонские зайцы, и юркие агути, а в протоках плавают нутрии.
Тут же обитают обыкновенные водяные опоссумы. Это единственное в мире водоплавающее сумчатое животное. У него непромокаемый мех, перепончатые лапы, а сумка самочки герметично закрывается, когда она ныряет под воду. Так что детеныши внутри не тонут, пока мама охотится на рыбу и рака в протоках Льянос. Настоящая экзотика этих мест – это броненосцы, закованные в прочный костяной панцирь. Среди них выделяется гигантский броненосец весом до 50 килограммов, а также причудливые щитоносцы и крошечные плащеносные. Их соседи – это муравьеды, которые виртуозно крушат термитники своими мощными когтями. В саваннах можно встретить огромного гигантского муравьеда с роскошным пушистым хвостом, древесного тамандуа и совсем крошечного карликового муравьеда. В небе и на земле саванны хозяйничают самые разные птицы, от крошечных до настоящих гигантов. По открытым равнинам бегают огромные нелетающие птицы нанду, южноамериканский аналог страусов. Рядом с ними патрулируют территорию кориамы или сириемы, длинноногие хищные бегающие птицы, которые громко кричат и охотятся на змей и ящериц. В траве прячутся похожие на куропаток тинаму, а небо контролирует бдительная санитарная инспекция. Крупные грифы-индейки, урубу и дерзкие соколы-каракары. А это разгуливает гривистый ястреб или саванный конюк. Этот крупный рыжий хищник приспособлен и летать, и ходить пешком. Он по-хозяйски расхаживает по выжженной земле и высокой траве на длинных ногах, выискивая кузнечиков, змей и грызунов. А во время сезонных пожаров эти птицы слетаются к кромке огня, чтобы прямо на лету ловить спасающихся бегством насекомых и мелких млекопитающих. А там, где раскинулись сочные пальмовые саванны, воздух наполняется криками огромных, невероятно ярких попугаев фара и шумных патагонских, которые гнездятся в дуплах и питаются маслянистыми орехами. В водных артериях и болотах Льянос царят рептилии, на песчаных отмелях греются крокодилы, а в тени затаилась гроза местных берегов – гигантская анаконда, подстерегающая капибар на водопое. На суше среди травы прыгают огромные ядовитые жабы ага, гроза местных насекомых, а по влажным кустарниковым окраин саван шныряют крошечные, но смертельно опасные амазонские древолазы, предупреждающие врагов своей невероятно яркой кислотной окраской. А мы направляемся в Австралию. На перевернутом континенте тоже есть саванна. Австралийская саванна, раскинувшаяся на севере континента в регионах Топ-Энд и Кимберли, визуально не похожи ни на африканские, ни на южноамериканские равнины. Это удивительный мир, где доминирует настоящее эвкалиптовое царство. Местная флора веками приспосабливалась к бедной почве, жестоким периодам засухи и регулярным пожарам, которые здесь считаются привычным делом. Нижний ярус этого биома прочно удерживают злаки. Самым знаменитым среди них является волнистая сорга, формирующая высокие густые заросли в сезон дождей. Компанию ему составляют выносливая остребла, гетеропагон и хризопагон. Отдельное место занимает триодия, жесткая колючая трава, за свои острые прочные стебли, заслуживающая у местных жителей прозвище «дьяволова трава». А над травяным морем безраздельно властвуют эвкалипты, которые не сбрасывают листву, а лишь поворачивают пластинки листьев ребром к солнцу, чтобы не терять драгоценную влагу. Рядом с ними уживаются необычные казуарины, деревья с тонкими, похожими на хвощи ветвями, которые умеют обогащать почву азотом. Ярус пониже занимают австралийские акации. Колорит ландшафту добавляет мелалиука, известная как чайное или бумажное дерево, из-за своей мягкой слоистой коры, которая легко шелушится. Настоящей экзотикой саванны выглядят местные суккуленты и ксерофиты. Среди них выделяется причудливое бутылочное дерево, раздутый ствол которого заменяет ему цистерну с водой, и древние реликтовые саговниковые, напоминающие небольшие жесткие пальмы. А мы переходим к фауне. Из-за многовековой изоляции континента австралийская саванна превратилась в уникальное царство сумчатых млекопитающих, которые полностью заменили здесь привычных копытных. Роль главных травоядных равнин взяли на себя кенгуру. Самый знаменитый среди них – большой рыжий кенгуру, являющийся крупнейшим сумчатым на планете. Ему помогают осваивать просторы прыгучий антилоповый кенгуру и коренастый валару,
северу. В более холмистых и скалистых зонах ловко прыгают небольшие скалистые валаби. На более влажных луговых участках саванны можно встретить вомбатов, толстых копателей, похожих на маленьких медведей. Повсюду в траве и зарослях кустов снуют другие виды валаби, например, болотный и полосатый заячий. Ниша крупных хищников в этой экосистеме практически свободна. Сумчатый волк в прошлом веке вымер, и динго, пожалуй, единственный крупный наземный хищник в австралийских саваннах. Хотя ученые говорят, что это завезенная человеком собака, которая одичала около 4000 лет назад. В саванне динго охотится на кенгуру, валаби, кроликов, грызунов и птиц. Может нападать на скот, за что его преследуют фермеры. Есть совсем небольшие кволы. Кволы охотятся на насекомых, ящериц, птиц, мелких грызунов и лягушек. Не брезгуют падалью. Крупную добычу валаби и кенгуру не берут, не хватает сил. Есть намбат, сумчатый муравьед. Он питается исключительно термитами. У него нет даже настоящих зубов, только зачатки, а язык длиной 10 см выстреливает, как у муравьеда. Настоящих плацентарных млекопитающих в дикой природе Австралии изначально было очень мало. Местная ветвь представлена мелкими грызунами, среди которых выделяются гребнехвостые мыши и австралийские кроличьи крысы. К сожалению, сегодня экосистема саванн сильно страдает от рук человека. Интродуцированные дикие кролики и обычные серые крысы превратились в опасных вредителей, которые уничтожают скудную растительность и вытесняют местных животных. Зато пернатое население австралийских равнин невероятно шумное и яркое. Главный великан здесь не летающий страус Эму, огромными группами кочующий по открытым пространствам. На границах саванны густых лесов можно встретить его опасного родственника казуара с прочным роговым шлемом на голове. Саванну невозможно представить без огромных стай попугаев. Воздух то и дело оглашает крики карел, нежно-розовых какаду и роскошных какаду-инка. В кронах эвкалиптов сидят кукабары, знаменитые смеющиеся птицы, чьи крики похожи на человеческий хохот, а также юркие птицы-медоносы. Главным же воздушным патрулем и грозой местных грызунов остается крупный клинохвостый орел. Жара и сухость австралийских саванн создали идеальные условия для рептилий. Повсюду на камнях греются бородатые агамы, забавно раздувающие свой шипастый воротник, и цепкие махноногие гекконы. Настоящий шедевр эволюции – это молох, или колючий дьявол, полностью покрытый острыми шипами и собирающий влагу из воздуха кожей. Кстати, в хищников можно занести и варанов. Гигантский варан Перенти самый крупный в Австралии, и варан Гульда. Среди змей здесь водятся настоящие рекордсмены по ядовитости. Смертоносный тайпан – самая ядовитая змея мира, тигровая змея и коричневая. Водные артерии делят между собой опасный гребнистый крокодил, заходящий из океана, пресноводный крокодил и причудливая змеиношея и черепаха. А нас впереди ждут огромные полуострова Индостан и Индокитай, где раскинулись азиатские саванны. В отличие от африканских равнин, здесь часто встречаются так называемые бамбуковые саванны и сухие редколесья, где ландшафт плавно переходит из густых травяных зарослей в светлые рощи. Травянистый покров этих мест поражает своей высотой и плотностью. Его основу составляет дикий сахарный тростник, способный вымахать в человеческий рост, и жесткая императа цилиндрическая, известная также как японская трава. В наиболее влажных районах и по долинам рек господствуют гигантские одревесневевшие злаки, бамбуки, образующие живописные ажурные стены. Среди деревьев безоговорочно доминирует знаменитый тик, представленный здесь своей сухой низкорослой формой, и сал, древесина которого ценится за невероятную прочность. Настоящим украшением пейзажа служит бутея великолепная за свое бурное, невероятно яркое весеннее цветение, когда вся крона покрывается огненно-рыжими или красными цветами еще до появления листьев. Она получила гордое прозвище
огненное дерево. Сухие каменистые участки занимает колючая акация катеху и неприхотливый зизифус. Силуэт азиатской саванны невозможно представить и без пальм. Здесь величественно возвышается зонтичная пальма карифа, а также пальмировая пальма, в то время как кокосовые пальмы обживают лишь самые влажные окраины саванн. Животный мир азиатских саванн представляет собой смесь лесных и равнинных видов. Самой необычной местной антилопой является нильгау, которую из-за характерного телосложения часто называют антилопой-коровой. На открытых пространствах стремительно носятся винтороги и гарны, а ближе к кустарникам держатся олени. Массивный замбар и изящный, усыпанный белыми пятнами аксис. В поисках кореньев землю активно перерывают дикие кабаны, а в сырых заболоченных саваннах и речных поймах полноправным хозяином чувствует себя огромный индийский буйвол. Важнейшим обитателем этого региона остается азиатский слон. Он прекрасно адаптировался к сезонным изменениям климата и кочует между сухими саваннами и густыми муссонными лесами. А на вершине пищевой цепочки здесь царит бенгальский тигр, который регулярно заходит из лесов в высокотравные саванны на охоту. Вместе с ним территорию делят скрытный леопард и сумеречная полосатая гиена. Повсюду снуют хитрые шакалы, а в густой траве собираются в опасные организованные стаи красные волки. Нашлось здесь место и бесстрашному, но только индийскому медоеду, который так же, как и его африканский сородич, никого не боится и разоряет гнезда диких пчел. Среди мелких зверей главными знаменитостями являются мангусты, индийский серый и крабоед, известные своей отвагой в схватках со змеями. Рядом с ними у подножья холмов живут крупные индийские хохлатые дикобразы, а в траве ловко прячутся шустрые зайки и русаки. Пернатый мир невероятно колоритен. По земле важно вышагивают редкие дрофы флориканы. В кронах тиковых деревьев перекликаются массивные индийские серые малабарские птицы-носороги. Саванну невозможно представить без криков диких павлинов, а у водоемов застывает в ожидании рыбы крупный яванский марабу, а небо прочесывает хищники, индийский степной орел и немаленький ягнятник. Жаркий климат облюбовали гигантские змеи, тигровые сетчатые питоны, способные заглотить небольшого оленя. А грозой грызунов и птиц стала знаменитая индийская кобра и величественная королевская. А в реках и протоках скрытно дежурят опаснейшие гребнистые крокодилы. И оказывается, саванна есть не только в Африке. И как мы увидели, это сложная, динамичная и удивительно сбалансированная экосистема, облик которой сформирован многовековым непрерывным взаимодействием климата и уникального союза растений и животных. Все обитатели находятся в теснейшей связи. Травоядные формируют структуру пастбищ и сдерживают рост кустарников. Хищники регулируют численность копытных, а насекомые выступают незаметными, но незаменимыми регуляторами всей экосистемы, перерабатывая тонны органики и создавая естественные барьеры для внешнего вмешательства. А внешнее вмешательство есть, и оно огромное. Сегодня саванны испытывают беспрецедентное антропогенное давление, чрезмерная пастбищная нагрузка, масштабная распашка под сельскохозяйственные нужды, браконьерство и неконтролируемое подсечно-огневое земледелие ведут к стремительной деградации и опустыниванию ландшафтов. В саваннах часто бушуют пожары, но это один из главных двигателей и регуляторов всей экосистемы. Они случаются здесь регулярно и играют ключевую роль в поддержании уникального облика. Без периодического огня саванна со временем просто заросла бы густыми кустарниками и превратилась в сухой дремучий лес. Естественные пожары вспыхивают в конце сухого сезона. К этому моменту солнце успевает полностью высушить травянистый покров, превращая огромные равнины в идеальное топливо. Главным природным катализатором становятся сухие грозы, мощные разряды молний,
которые бьют в иссушенную землю без сопровождающего их проливного дождя. Скорость распространения такого пламени, подгоняемого сезонными ветрами, может быть стремительной. Местная флора веками эволюционировала бок о бок с огнем и выработала поразительные механизмы защиты. Деревья саванны имеют невероятно толстую пробковую или волокнистую кору, которая работает как надежный термоизолятор, защищая живые ткани ствола. Многие злаки прячут свои точки роста глубоко под землей, поэтому даже после полного выгорания надземной части они моментально пускают новые, сочные зеленые побеги при первых же каплях дождя. Более того, тепло от огня стимулирует раскрытие шишек и семенных коробочек у многих видов деревьев. Однако сегодня природный баланс сильно нарушен человеком. Частота пожаров резко возросла из-за антропогенного фактора. Скотоводческие племена и фермеры намеренно поджигают сухую траву, чтобы стимулировать рост свежего корма для скота. Еще хуже подсечно-огневое земледелие. Если традиционные палы скотоводов пускаются по открытой равнине ради свежей травы, то подсечно-огневой метод направлен на то, чтобы буквально отвоевывать у природы участки земли для выращивания сельскохозяйственных культур. Этот метод зародился давно и до сих пор активно применяется в густонаселенных тропических регионах. Процесс выглядит следующим образом. Сначала люди вручную вырубают или подрезают кору крупных деревьев и кустарников на выбранном участке редколесья, оставляя их сохнуть под палящим солнцем. Когда древесина превращается в сухостой, участок поджигают. Огонь полностью уничтожает растительность, а оставшаяся зола служит мощным природным удобрением, насыщая бедную почву фосфором, калием и кальцием. На выжженной земле поначалу собирают богатые урожаи, однако ресурсы почвы саванны истощаются стремительно. Уже через 2-3 года земля становится бесплодной. Фермеры просто бросают этот участок и уходят вырубать следующий. В условиях современной перенаселенности этот метод превратился в экологическую катастрофу. Раньше заброшенная земля успевала восстановиться за 20-30 лет, но сегодня у природы просто нет этого времени. И будущее саванн напрямую зависит от способности человечества найти разумный баланс между традиционным природоиспользованием, современными высокими технологиями охраны среды и готовностью противостоять глобальным климатическим сдвигам. Сохранение саванны во всем ее великолепном биоразнообразии – это важнейшая задача для поддержания экологического здоровья всей нашей планеты, как, впрочем, и всего остального мира. И тогда в саванне будет мир и покой. В бескрайних просторах Африки под сенью раскидистых баобабов продолжит свой путь африканский саванный слон, а из желтых зарослей за ним будет пристально и величаво наблюдать гордый лев со своими львицами. В далеких южноамериканских редколесьях Серрадо, среди жестких трав и удивительных бромелей, из прохладной тени будет пристально наблюдать за округой затаившийся ягуар, пока у самой кромки воды безмятежно отдыхают добродушные капибары. На опаленных солнцах просторах австралийской саванны, где воздух пропитан ароматом эвкалиптов, сквозь золотистые заросли сорга будут уверенно нестись могучие рыжие кенгуру. А в тенистых бамбуковых саваннах Индии, где весной распускаются буйные огненные деревья, сквозь высокую траву бесшумно и гордо пройдет великий хозяин этих мест, величественный бенгальский тигр. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.